Новогодние и зимние праздники — это волшебное время для детей и взрослых. Суета декабря позади, а череду январских дней хочется заполнить не спешкой, а смыслом. Идеальное время для самого древнего и самого современного удовольствия — чтения. Книга в эти дни становится не просто развлечением, а особым ритуалом, лекарством от праздничной усталости, мостиком в другие миры, источником вдохновения. Давайте соберем на этой полке те самые книги, которые помогут нам вернуться в детство с озорными историями Андрея Асковта. Книги для взрослых, которые забыли о том, как были детьми. Андрей Асковт — это творческий псевдоним, полученный из настоящей фамилии Садков. Автор изначально вел личный блог, где делился всем происходящим в своей жизни с подписчиками. После начал писать книги в разных жанрах, от детской юмористической прозы до любовных романов. Первые главы истории про Вовку появились осенью 2011 года. В центре повествования книг «Как мы с Вовкой» Андрея Асковта оказываются двое братьев. Родители отправляют ребят к бабушке и дедушке. Хулиганы ненавидят сидеть на месте и всегда находятся в поиске новых приключений. «Как мы с Вовкой» — история одного лета, книга для взрослых, которые забыли о том, как были детьми. Два сорванца приезжают в гости к деду с бабкой. Точнее, привозят их родители, которым надо хоть иногда отдохнуть. Сбагривают их старикам в деревню и уезжают. Ну а пацаны начинают жить вольной жизнью, донимая деда с бабкой каждый божий день и доводя их до белого коленя своими выходками. Самое замечательное — пакости дети творят не специально. У них все происходит просто потому, что они дети. Все истории заряжены простонародным деревенским словцом, юмором, наивностью и смекалкой, которая в конечном счете позволяет мальчишкам, а порой и деду с бабкой, выбираться из всевозможных авантюр, в которые они себя сами же и вписали. Приключения Вовки и его неугомонного брата продолжаются на юге. Отдыхающие мечтают о мирном тихом отдыхе, но не тут-то было. Пацаны, оставшись без бдительного пригляда деревенской бабки из книги «Как мы с Вовкой. История одного лета», влипают в ситуации, когда что-то и даже все пошло не так. Страдания окружающих бьют все мыслимые и немыслимые рекорды. Родители никак не могут найти управы на собственных детей. И даже дед, который каждое утро будет отдыхающих горном и поднимает ввысь красный стяг, искренне надеясь на то, что день будет удачным, не в силах избавить это лето от проказ. Все истории заряжены юмором и находчивостью, которую проявляют и дети, и взрослые, превращая отдых на юге в настоящее приключение. Перед вами долгожданное продолжение истории про Вовку и его брата. Скажу честно, оно стало неожиданным даже для меня. Я полагал, что третья книга станет последней, но читатели не позволили мне на этом остановиться, говорит Андрей Асковт. Детство продолжается, а это означает, что интересные истории тоже продолжаются. К вам возвращаются уже полюбившиеся братья и бабка с дедом. В этой книге герои снова едут в деревню. Вроде бы бабка с дедом уже должны быть готовы к очередному приезду внуков, но нет. Фантазия и безграничная детская жажда причинять добро и нести пользу заставляет их снова пребывать в постоянном напряжении. Даже поболеть спокойно не получается. «Выздоровеешь тут», — бабка листала страницы, «когда тебя живьем отпевать начнут, вмиг выздоровеешь. Вечный покой вам только снится теперь будет». Игра в прятки, полет в космос, спасение хряка-бурки и детективное расследование пропажи козы. Что можно еще придумать, чтобы лето не прошло зря? Еще одна книга о приключениях Вовки и его брата в пионерском лагере.
Впереди ребят ждет целый месяц приключений, в которые, как обычно, будут вовлечены все окружающие, друзья по отряду, вожатые, повар, завхоз и деревенские жители. В этой книге неугомонный характер Вовки впервые проявится, что называется, во всей своей красе и изобретательности, и удивит даже своего старшего брата, от лица которого и ведется рассказ. Взрослым книга позволит окунуться в советское детство, а детям лучше узнать, как их родители когда-то проводили свое лето. История про Вовку от Андрея Асковта словно мостик через пропасть, соединяющий поколения. Занимайте сидение в автобусе с табличкой «Дети», который отправляется в пионерский лагерь вместе с Вовкой и его братом. Как раз для вас остались свободные места.